Друзья, всем привет! Чемпионат России уже стартовал. Сейчас второй тур. И сегодня у меня разбор матчей Арсенал Рубин и Крылья Совета Спартак. Поехали. Начинаю с Арсенала. Помещаю команду в контейнер и запускаю расчет. Для тех, кто только присоединился, объясняю. Я сейчас делаю график-прогноз по командам на основе астрологических феноменов. Каждый график фиксирую, и в конце уже делается сопоставление каждого графика, и на основе этого делается прогноз. Фиксирую график Арсенала, и теперь перехожу к Рубину. Поместил команду в контейнер и запускаю график расчет по Рубину. Друзья, кто первый раз на канале, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои прогнозы, тоже будет интересно почитать. Либо, может быть, какими-то своими техниками поделитесь. Тоже интересно будет рассмотреть, возможно, как-то совместить. Потому что я в своей работе тоже использую различные методы. Но они все основаны в основном на астрологических феноменах. Статистикой я стараюсь не пользоваться, потому что составы команд, они постоянно разные. И когда ты смотришь, что команда в предыдущей игре с этой же командой выиграла или там сыграла в ничью, это не означает совсем, что этот результат в текущий момент может повториться. Да, с высокой долей вероятности он может сыграть так же. Но это не факт. Астрология дает все-таки больше точности в этой технике. Фиксирую результат. Теперь перехожу к следующей паре. Поместил Крылья Совета в контейнер и запускаю расчет. Друзья, еще в апреле делал график-прогноз по новому тренеру Спартака. И есть такая же идея сделать сейчас прогноз по Карпину. Если интересно, напишите в комментариях. Тогда, как появится время, там, в ближайшее время, если будет отклик от вас, тогда я сделаю прогноз. Посмотрим, что получится в Катаре в 2022 году. Ну и в целом, насколько будет успешно его тренерская работа именно в качестве главного тренера сборной. А по Руи Виторию, в принципе, там мой прогноз, он его, в принципе, выполняет. Первый матч с Рубином показал. Посмотрим. До ноября, в принципе, тут еще сколько? 4 месяца. Интересно. Так, ставлю на паузу. Фиксирую график по крыльям. Теперь поместил Спартак в контейнер и запускаю расчет. Фиксирую график Спартака. Графики готовы. Теперь сам прогноз. В паре Арсенал-Рубин сложно выявить победителя. Да, у Арсенала есть такой громадный пик, но он до матча. Это получается 30 число заканчивается, и прямо в старт матча он, получается, распадается. Но и нет какой-то положительной динамики, да, то есть все как бы идет вниз, и в целом вот этот вот такое вот слипание графиков, да, на долгом периоде все-таки говорит больше за ничью. У Рубина, в принципе, такая же схожая ситуация. Да, нет пика красного, но есть схождение вниз. И зеленого, и получается красного кризисного. По самим значениям, в принципе, здесь тоже все сопоставимо. То есть 669, 684, но это не отличие в разы. 594 по красным, здесь 615. Ну, вроде как получше, да, график у Рубина, но здесь прям ничья. Ничья в явном виде. И, ну, мой прогноз, это
это все-таки вот победа, ничья, Рубин. Что касается крыльев Совета Спартак, здесь очень неожиданно. Очень неожиданно в плане неожиданно от слова совсем. Крылья очень хороший график, причем с такой громадной перспективой на улучшение. То есть в момент матча и после него прям максимально идет график наверх. Как вариант, это может быть, есть какие-то призовые за этот матч, да, и, соответственно, прям, ну, что достаточно сильное такое расхождение красный, кризисный и зеленый положительный. Поэтому здесь, ну, эмоциональный подъем будет колоссальный у команды после матча. Смотрим Спартак, здесь не так радужно. Здесь не так радужно, то есть график стремится вниз. И сама пик красный тоже подбирается в момент матча наверх. А здесь идет именно расхождение у обоих графиков, да, что благоприятно говорит за исход матча. Добавил еще к Спартак.ру график Руи Витория. Здесь тоже красное доминирует. Соответственно, ну, мой прогноз — это победа крыльев. Можете писать в комментариях, что хотите, но графики говорят об этом. Можно перестраховаться, поставить победу, ничья, крылья, но Спартак с высокой долей вероятности опять потеряет очки в этом матче. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.